Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, бавовна в Крыму, причем, знаете, в Крыму, в Херсонской области, причем, знаете, отработали их дронами, и отработали настолько все это дело красиво, что просто пальчики можно облизать. Значит, что произошло в общем и целом? В Херсонской области буквально в течение одной недели, вдумайтесь, уничтожены 3 станции РЭП, это называется Борисоглебск-2. Надо сказать, что она не является полностью новой станцией РЭП. Это развитие старой советской станции Муром, но она является очень эффективной станцией. И ужасно дорогой, стоит миллионы долларов. И самое главное, смотрите, они у рашистов штучные. То есть, если ты разбиваешь одну, другую, там просто неоткуда взять. Ну как, взять есть откуда, но надо ее снять с другого участка фронта. В запасе их нет, абсолютно штучный товар. А то, что их в Херсонской области контрапупили 3 буквально за несколько дней, это дорогого стоит. Это говорит о том, что у рашистов нет другого выхода, нет другого способа каким-то образом бороться с нашими дронами. Они просто не знают, как это делать. Только вот при помощи таких здоровенных и тяжелых махин. И дорогущих. И, собственно говоря, для того, чтобы каким-то образом противостоять нашим ФПВ-дронам, они были просто-напросто вынуждены притянуть их в Херсонскую область, в непосредственную близость от линии соприкосновения, в данном случае к Днепру, где они, собственно говоря, и стали объектом атаки тех самых дронов, связь с которыми они глушат, уничтожена, да. Где рашисты будут брать новое, скажу сразу, непонятно. И сразу же перед этим, точнее, одновременно практически с уничтожением вот этих 3 Борисоглебсков, была уничтожена целая куча объектов ПВО в Крыму. Причем она была уничтожена очень интересным образом. Это был комбинированный удар. И заметьте, не комбинированный удар по гражданским, как вот в Киеве сделали эти самые рашисты, да, то есть ракета «Кинжал», там не «Кинжал» был, извините, там был «Искандер-М», да, ударила по жилому кварталу, по жилой застройке, причем это было сделано сознательно. Вот. А в данной ситуации совершенно другая была картина, значит, отработан военный объект, не один, а сразу несколько, при помощи комбинированного удара дронами, да. Была уничтожена система ПВО ТОР, и плюс к ней несколько станций, радиолокационных станций. Значит, что интересно, некоторые дроны летели со свободной территории Украины, с неоккупированной, вот, а некоторые дроны были доставлены при помощи морских дронов. Вот это самое интересное дело, что в операции принимали участие морские дроны, носители небольших ФПВ-дронов, то есть они подошли поближе к берегу, к рашистам туда, поднялся рой ФПВ-дронов и уничтожил сразу несколько радиостанций, а также ТОР. Но сам по себе ТОР это не дешевая штука, она стоит от 16 до 25 миллионов долларов. Одна штука, опять-таки, штучный товар. Это первый момент. Ну а каждая радиостанция уничтоженная, там это просто сумасшедшие заоблачные деньги. Опять-таки товар супер штучный, вот, и каким-то образом заменить его не представляется возможным. Так что и то, и другое, и Херсонская область, и Крым было просто отработка замечательная. И вот как раз то, что наши настолько удачно сейчас работают по российско-фашистским военным, подчеркиваю, целям на линии фронта, в данном случае на Южном фронте, и показывает то отчаяние, то остервенение, с которым Трамп, точнее коллективный трампопут, пытается сейчас выйти на какие-то выгодные для Путина параметры перемирия, будем говорить. О мире я не говорю, я говорю о перемирии в данной ситуации. Вот так вот, друзья мои. То есть, пока мы работаем и очень успешно работаем по военным целям, эти, значит, пытаются нас каким-то образом обдурить на переговорах. Я не буду, как бы говорится, голосовать против мира и так далее. Понятное дело, что все устали, понятное дело, что войну надо заканчивать. Ее можно было бы заканчивать совсем по-другому, если бы у нас было совершенно другое количество оружия. Если бы кое-кто не был предателем, да? Такое дело, с этим мы ничего не можем поделать. Вот, но ничего, посидим у реки и посмотрим. А по реке обязательно проплывет Россия и вот эта вся публика, которая нам сейчас навязывает вот такого рода мирное соглашение, да, потому что коллективному трампопуту скоро воевать будет нечем, ребята, каждый день, каждую неделю они теряют то же самое ПВО,
теряют рэбы, теряют дорогущие радиостанции. Понятное дело, они их просто не напасутся на дальнейшие боевые действия. Ну ладно, ладно, не будем о грустном. Точнее, то, что они теряют это все дело, это совсем не грустно. Это очень даже весело. Да? А вот то, что мир будет немножко не таким, каким мы его себе видели, ничего. Посидим у реки.